Bluetooth наушники с шейным ободом, технологией активного шумоподавления до 45 дБ, режимом прозрачности, стильным дизайном, драйверами на 12,4 мм, поддержкой фирменного приложения, системой из 3 микрофонов, 4 эквалайзерами Enco Master, удобным управлением и временем автономной работы до 28 часов. И обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Oppo Enco M33. Но все так ли радужно, как в рекламе, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в белой упаковке из тонкого картона с изображением, названием и краткими характеристиками модели. Упаковка неплохая. В комплекте мы имеем сами наушники, краткое руководство пользователя, кабель Type-C и несколько пар силиконовых амбушюр разных размеров. Вес наушников 29 граммов, размер блока 72 на 13 на 8,6 мм. Габариты наушников 18,7 на 19 мм. Звуковод овальной формы с выступом для крепления амбушюр. Его размеры 7 на 4,7 мм. Розыгрышей много, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это я разыгрываю смартфон Poco X6 Pro ежемесячно. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге и подписаться на телеграм-канал скидок. И вы автоматически в розыгрыше. Отзывы победителей по ссылке в сообществе в ВК. Плюс я еще, кстати, Poco F6 Pro разыгрываю в конце этого месяца, так что, кто в курсе условий, поздравляю, вас немного. Перейдем к наушникам. Начнем. В продаже имеется черная и зеленая расцветка данной модели. Дизайн модели неплохой, учитывая стоимость, что можно сказать и про качество материалов вместе со сборкой. Блоки выполнены из матового пластика, а сами наушники наполовину из глянцевого, наполовину из матового пластика. Плюс за то, что кнопки на блоке управления прорезинены. Далее, шейный обод упругий, дискомфорта при прослушивании музыки во время пробежки он не доставляет, как в целом и сами наушники при длительном использовании. Длина шейного обода стандартная 28 см, общая же длина 86 см. В плане посадки данная модель меня порадовала, так как она плотная и комфортная. Дополнительных фиксаторов M33 не использует, но лично у меня во время активности наушники из ушей не выпадали. Магнитное соединение двух наушников также имеется, что привычно для подобного форм-фактора ТВС наушников. Весь функционал зашит на левом блоке, также на нем можно заметить микрофон, разъем Type-C для зарядки, механические кнопки управления и LED-индикатор. На правом же блоке, кроме надписи Oppo, ничего нет. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, ответ сброс вызова, вызов голосового помощника, регулировка громкости, переключение между режимами шумоподавления и переключение между устройствами. Команды в целом понятные, но управлять наушниками, несмотря на блок управления, очень сложно. Даже привыкнуть не так просто. На нажатие наушники откликаются моментально, настроить команды нельзя, есть возможность только настроить режимы шумоподавления и переключение между устройствами. Команды сопровождаются системными звуками и озвучиванием женским голосом на китайском языке. Возможно, вы купите глобалку, там будет, разумеется, на русском или на английском. Летим дальше. Oppo Enco M33 оснащены драйверами на 12,4 мм и имеют активное шумоподавление до 45 дБ, без настройки силы ANC или каких-либо дополнительных режимов. Несмотря на это, ANC отрабатывает корректно. Для подобной стоимости данная функция реализована отлично. В целом, что можно сказать и про режим прозрачности. Наушники автоматически подключаются после разъединения наушников между собой с ранее сопряженным устройством. Для быстрого сопряжения производитель предоставил функцию с анимацией, но я встретил ее только при подключении к смартфону OnePlus 10T. Датчиков автоматической паузы, к сожалению, не завезли, и это плохо. Далее, емкость аккумулятора наушников 220 мАч. Наушники можно полностью зарядить за 1 час 20 минут. Производитель заявляет о 28 часах автономной работы без активного шумодава на 50% громкости. По моим же тестам, данная пара отыграла на громкости в 75% по кодеку AAC 22 часа, что в целом очень хороший результат. Защита от пыли и брызг есть по стандарту IP55, разумеется, я искупал их в воде, после чего просушил, проверил на работоспособность. В итоге наушники живы, функционал работает, во всяком случае пока, звучание не ухудшилось, но вот блок с панелью управления аккумулятором я не топил, и так я делать, разумеется, никому не советую, потому что данный стандарт защиты от влаги и пыли не подразумевает никакие утопления. Приложение, к которому можно подключить Oppo Enco M33, называется Hey Melody, но на смартфонах Oppo и OnePlus все настройки доступны в разделе Bluetooth. Не зря же это все BBK. В настройках мы имеем заряд аккумулятора в процентах, настройка шумоподавления, вкладка Enco Master с 4 эквалайзерами, но кастомного эквалайзера, к сожалению, нет. Далее есть возможность настроить команды,
пройти проверку прилегания наушников, воспользоваться поиском наушников звуковыми сигналами, обновить прошивку и перейти в раздел Dolby Atmos, если ваш смартфон поддерживает эту технологию. Обновления, к слову, лично мне еще не прилетали. Bluetooth версии 5.2 из кодеков на борту AAC и SBC через одну стену, как и через две стены, наушники от смартфона не отваливались, но на улице встречались изредка фризы. Режима для снижения задержки нет, несмотря на это задержка на YouTube незаметна. Примеры вы сейчас увидите и услышите на экране. Три микрофона с шумоподавлением во время вызовов на базе искусственного интеллекта отрабатывают отлично. Все в пределах нормы, учитывая расположение микрофонов и стоимость наушников. Пример вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников на шнурке Oppo M33. Нет, вы не ослышались, микрофоны на шнурках всегда просто великолепным образом отрабатывают. И примерно так вы сможете слышать собеседника, если вы будете разговаривать по этим наушникам супер-мега-эконом. Вообще мне всегда нравились шнурки. Помните еще эти бомбические 5 лет назад, когда появились OnePlus-овские шнурки? По большому счету те же тапки, только в профиль. Почему? Потому что Oppo и OnePlus уже давным-давно во многом объединены. И все это корпорация BBK. Плюсом я отнесу звучание, так как за свою стоимость M33 выдают достаточно качественный звук. Запас громкости в наличии, я прослушивал музыку не выше, чем на 75% громкости. Звучание с уклоном в низкие частоты, бас мощный и плотный, но ощущается, что он звучит менее качественно, как в более дорогих Bluetooth наушниках. Середина проработана с достатком, высокие звучат приятно, но им не хватает выразительности. Удобно, что в стоке есть несколько неплохо настроенных эквалайзеров, возможно, для кого-то они будут полезны. Минусы. Единственный весомый минус — это неудобное управление, так как вслепую очень трудно переключать треки или регулировать громкость. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там всегда много чего интересного. Резюмирую. Беспроводные наушники Oppo NK-M33 — легкие, качественные Bluetooth наушники подобного форм-фактора в этой ценовой категории. К плюсам отнесу звучание и цену. От меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.